you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые трибридные внутриканальные наушники от компании Dunu стоимостью $249. И приходят они в крупной по габаритам коробке с очень приятным оформлением в аниме-стиле, где здесь на лицевой части имеется такой аниме-персонаж, как Ао Бинг. Есть еще логотип компании и указано название этой модели 142. А тут имеется QR-код для проверки оригинальности этого продукта и был указан серийный номер моего экземпляра. Ну а сзади тут указаны контактные данные для связи с производителем, есть адрес производства и присутствуют различные сертификаты. И конечно еще были указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер для воспроизведения низких частот. Два арматурных излучателя используются для средних частот и еще два арматурных излучателя воспроизводят высокие частоты. И еще два кастомных микропланарных драйвера используются уже для ультравысоких частот. В общем, конфигурация у этих наушников получилась довольно интересная. И звучат они, поверьте мне, соответствующим образом. Но чувствительность составляет 107 дБ и они получили сопротивление 37 Ом. И на раскачку эти наушники будут довольно легкие. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Фирменный кейс для хранения наушников, сертификат качества, 3 разных карточки, 3 набора фирменных силиконовых амбушюр, ну и щеточка для чистки наушников. Эти наушники довольно крупные, и они были выполнены полностью из очень гладкой смолы от HiGears в синей расцветке с очень красивым оформлением лицевых панелей, где на левом наушнике здесь было указано название этой модели 142, а на правом присутствует логотип компании. Но вот здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, который был слегка утоплен в корпус, а рядом тут находится единственное отверстие для компенсации, а уже на внутренней части тут имеется лишь только крупная нанесенная маркировка канала. Но вот звуковод у них был выполнен из металла, он имеет длину 5 мм, диаметр 6 мм, а также он получил выделенный бортик для уже более надежной фиксации амбушюр. И конечно он был прикрыт защитной металлической сеточкой. Но несмотря на свои достаточно крупные габариты, сидят эти наушники в ушах реально отлично, и вопросов к их посадке и к удобству у меня тут абсолютно никаких нет. Потому что эти наушники обеспечивают как хорошую звукоизоляцию, так и полностью комфортную и глубокую посадку с хорошим прилеганием к уху. К тому же их модульный кабель отличного качества, поэтому я смело могу вам сказать, что эти наушники можно использовать сразу именно с ним. Да и солидный выбор из различных фирменных амбушюр от Dunu из комплекта вас точно порадует, и подобрать насадки в таком случае под себя точно не составит труда. Но вот так выглядит график частотной характеристики трибридных наушников Dunu DN142. И первое, что здесь сразу бросается в глаза, это конечно же усиление низких частот примерно на 13 дБ относительно моего таргета, с явным акцентом в первую очередь на саббас, тогда как мидбас здесь был совсем слегка расслаблен и имеет плавный переход в область нижней середины. Ну а затем тут уже следует достаточно аккуратно выполненный переход к области верхней середины, который почти идеально соответствует моему таргету. А вот высокие частоты тут очень хороши, поскольку они продолжительные и плавно затухают лишь только после 18 кГц, что является отличным результатом. В общем, тут получился такой сбалансированный тюнинг с довольно уверенным и мощным саббасом. Ну а теперь давайте лучше
обсудим, как все это ощущается на практике. И вот тут-то, друзья, начинается самое интересное. Низкие частоты в Juno DN142 ощущаются как очень собранные, быстрые и при этом достаточно фундаментальные, с реально хорошим балансом между глубиной и контролем. И саба здесь уходит очень уверенно вниз и дает ту самую заметную физическую основу. То есть это не просто такой слышимый низ, а местами даже ощущаемое давление. Но при этом он не расползается и не превращается в какой-то бесконтрольный гул, а остается плотным, текстурным и довольно фактурным, за счет чего уже в каких-то более сложных и насыщенных треках сохраняется хорошая структура и читаемость нижнего диапазона. А вот мидбас здесь подается прям более аккуратно и собрано, и без какого-то лишнего басхедного раздутия и без попыток сделать звук уже более массивным, чем он есть. То есть он точно уже не давит на вас каким-то огромным количеством, но при этом дает очень четкую атаку и нормальное тело самого удара, за счет чего ритм ощущается энергично и уверенно и без какой-то рыхлости и мазни. И именно это хорошо помогает сохранять прозрачность всего нижнего диапазона. И в итоге получается низ, который одновременно и мощный, и контролируемый, где есть и глубина саббаса с физическим ощущением, есть аккуратный и структурный мидбас, и все это собрано в очень такой быстрый и чистый фундамент без какой-то лишней тяжести. И именно поэтому бас в этих наушниках воспринимается прям очень универсальным, поскольку он достаточно плотный, чтобы впечатлить уже каких-то любителей внушительного баса, и достаточно аккуратный, чтобы излишне не перегружать общую подачу. Ну а вот средние частоты ощущаются достаточно насыщенными и уверенными по подаче, с хорошей энергией и ощущением веса, но точно без перегиба в какую-то чрезмерную густоту или в излишне добавленную плотность. Хотя да, безусловно, здесь есть легкий такой добавленный теплый оттенок, который добавляет некоторой телесности вокалу и инструментам и делает звучание уже более плавным и музыкальным, но при этом он точно не замыливает детали и не уводит эту середину в какую-то чрезмерную мягкость. Поэтому вокал здесь, ребята, подается очень ясно и прозрачно. Он не теряется в миксе, не уходит как бы далеко назад, но и не выдвигается уже агрессивно вперед, а занимает прям такое буквально свое естественное место в сцене. И за счет этого сохраняется хорошее ощущение баланса, где голос звучит чисто, читаемо и с хорошей фактурой. Но вот инструменты подаются прям с хорошим телом и прозрачностью. У каждого есть своя масса и аккуратные очертания, но при этом сохраняется хорошее разделение и структура, за счет чего гитары, клавишные и струнные, например в классике, читаются уже отдельно и без какого-то слипания, и при этом звучат поистине уверенно и взросло, без ощущения какой-то там упрощенности или легкости. И вот тут как раз будет важно отметить реально хорошие по качеству передачи тембров арматурные излучатели в этой модели. В общем, середина здесь получилась сбалансированной и зрелой, с легким теплым характером, хорошей насыщенностью, прозрачным вокалом и уверенной подачей инструментов. Это точно не про сухую и мониторную супер аналитику, но и не про излишнюю аналоговую мягкость, поскольку это такая плотная, энергичная и хорошо контролируемая середина, которая уже органично связывает низ и верх в такую более цельную картину. Но высокие частоты, как вы, наверное, уже догадались, за счет использования двух микропланарных и арматурных излучателей здесь получились очень детальными, чистыми и воздушными, и с хорошим ощущением прозрачности и техничности всей подачи. Но отмечу, что в отличие, например, от Matador из предыдущего обзора, это точно не тот верх, который пытается сразу впечатлить вас какой-то заметной яркостью или выделиться за счет какой-то добавленной светлости. Но и назвать его темным или приглушенным тоже нельзя, потому что информации здесь прям более чем достаточно, и все нюансы читаются очень уверенно. И в своей подаче, ребята, верх на мой слух здесь ощущается прям собранным и аккуратным, с хорошей скоростью отработки и нормальной проработкой мелких деталей, за счет чего все, что происходит в записи, будь то там послезвучие, хвосты реверберации, легкие какие-то фоновые оттенки, все это спокойно считывается и иногда даже чуть
больше выходит на передний план. И именно это дает то самое чувство воздуха и открытости, когда звук не был зажат и не скован, а свободно уже раскрывается в пространстве. И в итоге высокие частоты здесь выступают как очень грамотное завершение общей подачи, какое вообще можно было представить, поскольку они детальные, воздушные и техничные, и с достаточным количеством информации, чтобы раскрывать абсолютно любую запись, но без перегиба в какую-либо яркость. И именно такой верх в итоге и собирает весь характер этой модели в цельную, сбалансированную и очень приятную по восприятию подачу. Ну и звуковая сцена здесь ощущается очень широкой и при этом естественной, без какого-то искусственного раздувания или попыток сделать эффект сверхогромного пространства, как, например, уже в открытых полноразмерных наушниках. Но я сразу отмечу, что она раскрывается прям спокойно, уверенно и с хорошим ощущением объема и воздуха между инструментами. И по ширине эта сцена действительно дает прям такой хороший размах, поскольку звук не был зажат внутри головы, а уже уверенно уходит в стороны, формируя такое нормальное пространственное поле, где как раз есть глубина, за счет которой и появляется уже такое более лучшее ощущение всех слоев. И за счет этого звук выстраивается уже как бы в несколько планов, где передний, средний и дальний уровень легко различаются между собой. И в итоге получается такая достаточно широкая, глубокая и правильно организованная сцена с естественной геометрией. Она не пытается удивлять вас каким-то искусственным масштабом, а просто дает очень грамотно, разборчивое и логичное пространство, где все стоит на своих местах и легко читается. Ну а вывод у меня получился таков: Juno DN142 это отличные трибридные наушники, которые точно порадуют вас своим мощным сабасом, насыщенной тембрально достоверной серединой и очень чистыми и техничными высокими частотами. И самое главное, с хорошим балансом между энергией и комфортом, когда звук вас не утомляет, но при этом остается интересным и вовлекающим. И получается вот именно такая крайне уверенная и универсальная модель без каких-то явных компромиссов в своем бюджете. Так что я смело могу вам рекомендовать эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр и до скорых встреч уже в новых обзорах.